Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы сегодня представим вам фонарь от компании All-Light. Это относительно новая модель. Чем она необычна, данная модель? У нее стоит источник света лазер. Для чего предназначен он в основном? Естественно, он предназначен больше для охоты, потому что луч у него очень узкий. Соответственно, подсвечивать там, допустим, в поисковой деятельности, конечно, он не подойдет. А вот охотиться вполне. У него дальность, несмотря вот на такие небольшие габариты, да, он здесь в натуральную величину, дальность свечения у данного фонаря более километра, то есть 1050 метров. Световой поток, мощность светового потока составляет в максимальном режиме 330 люмен. Я сейчас вам покажу тогда, как он выглядит. У него в комплекте идет сразу кнопка на оружие, то есть для удаленного управления включением. Есть крепление на оружие Picatinny, также в комплекте. Соответственно, сейчас я познакомлю вас с конструкцией, комплектацией и потом покажем, как этот фонарь работает. Комплект поставки поставляется вот в такой фирменной коробке All-Light. Фонарь идет в комплекте следующее. Сам фонарь Odin Turbo. Далее идет комплект выносной кнопки. Род 7 он называется. Вот так вот эта кнопка выглядит. Одевается она вот на это магнитное крепление. Позже покажу как. Так, и идет набор аксессуаров. Ну и, соответственно, там инструкция еще лежит. Так, в наборе аксессуаров у нас идет следующие изделия идут. Шестигранники для крепления фонаря к оружию. Далее магнитная зарядка с USB портом тип А. Магнитная зарядка MCC 3, она позволяет заряжать аккумулятор фонаря током до 2 ампер. Так, ну и крепление идет на оружие. Давайте я сейчас покажу. Аккуратненько вскрою. Вот такой крепеж идет на оружие. То есть заводится сюда фонарь и крепится уже непосредственно к планке. Вот такая комплектация. Так, по зарядке показываю. Ну, я думаю, вы уже знакомы с фонарями All-Light, то есть магнитное крепление у них. Соединяем с помощью магнита, подсоединяем к USB порту, фонарь заряжается. Вот здесь вот расположен индикатор заряда. Теперь выносная кнопка каким образом? Также, то есть мы сначала отводим назад, крепим и фиксируем. Все, кнопка у нас одета. Кнопку крепим, фонарь крепим, все будет удаленно управляться. Так, по режимам работы, когда мы полуприжимаем кнопку, включается режим 90 люмен. Когда мы фиксируем полностью, то включается режим 330 люмен. Так, по длительности работы, смотрите, в максимальном режиме фонарь способен проработать без подзарядки 30 минут.
Далее он включает 180 люмен. В этом режиме он еще работает 150 минут для защиты от перегрева. И далее он работает в режиме 90 люмен еще 30 минут. Здесь уже из-за просадки аккумулятора. Кстати, аккумулятор здесь идет 21700 формат, а емкость у него 5000 мАч. Давайте я вам покажу. Фирменный олайтовский идет 3,6 вольта у него напряжение. Ну, в общем-то, и все. То есть стоит лазерный излучатель. Вот такой. И ударная кромка, вы видите, сделана у фонаря. Фонарь из анодированного алюминия, выдерживает падение до высоты 1,5 метров. Полностью влагонепроницаем по стандарту IP68. Ну и сейчас покажем еще, как он работает на дальних расстояниях. И индикация, кстати, полноты заряда АКБ осуществляется здесь вибро. То есть вибрирует, если фонарь меньше 30% заряжен, то он вибрирует один раз в 5 минут. Если меньше 10% зарядка, то вибро производится один раз в минуту. И если меньше 5% заряд, то он вибрирует каждые 10 секунд, то есть 6 раз в минуту. Смотрите, показываем ширину луча, то есть боковой засветки фактически нет. Узкий очень луч, ну так и должно быть, фонарь все-таки лазерный. И где-то, ну я не знаю, градуса 3, наверное, получается. Свет достаточно теплый. Сейчас перейдем тогда на большое расстояние. Смотрите, расстояние где-то, ну, метров 300 здесь. Отлично он светит. Конечно, да, вот для таких, для 400-500 метров самое то будет, конечно. Видите, да? Как он ходит. Ну да, я думаю, что стрелять с таких расстояний будет очень удобно. Луч сконцентрированный, светит замечательно. Ну что, давайте будем заканчивать тогда обзор фонаря Olight Odin Turbo лазерного. Но никаких проблем мы с ним не выявили. То есть богатая комплектация у него, и кнопка идет в комплекте выносная, и магнитная зарядка. Аккумулятор здесь стандартный, используется 21700, то есть вы всегда можете его заменить при необходимости. Да, и работает он долго, то есть 30 минут в максимальном режиме, этого, я думаю, достаточно будет. Для кого он предназначен? В первую очередь, конечно, для охотников. То есть у него узкий направленный луч на очень большое расстояние. То есть мы вам продемонстрировали, как он работает. Я думаю, что вполне удобно с ним будет прицеливаться. Ну, на этом тогда заканчиваем. У кого вопросы есть по данному фонарю, задавайте их в комментариях. Кому видео понравилось и было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания.